Я показываю на своем канале все как есть. Вот как есть, так и показываю. Этого героя вы знаете, дрессированного. Он все время выпрыгивает сюда. Вот, смотрите, в каком состоянии уже у нас цыплята на подстилке. Сегодня 7-е сутки. И смотрите, мы уже видим, что на лапки цыплят налипает помет. И вот наступает, вот смотрите, на пальчики вот помет налип. Все прилипает уже у них, они уже хорошо так, помет такой крупный, едят хорошо, и помет соответствующие, кубки такие большие. И создается неудобство. Вот как только я вижу, что на лапки налипает помет, в данном случае на 7-е сутки, необходимо убрать тряпочку, необходимо убрать подстилку. И цыплята уже вполне могут сидеть на сетке. И об сетку вот это все налипание на лапки, видите, на кончиках лапок, все это будет счищаться об сетку. Вот это создает неудобство цыпленку. Цыпленок начинает беспокоиться. И я прямо сейчас буду убирать эту подстилку, тряпочку, чтобы мои цыплята уже сидели на сетке. Помет будет падать на сетку, он будет падать через сетку в поддон, и потом удобно поддон снимать и чистить. При таком содержании с самого начала, от первых суток цыпленка в брудере, я застилала вот просто любую ветошь. Вот все, что есть, там ненужные какие-то старые полотенца или какие-то тряпочки. Это все я застилала с 1-го, получается, по 7-е сутки, утром и вечером перестилала. Соответственно, поилка тоже менялась утром и вечером. Совершенно верно одна из зрительниц задала вопрос, что я рассказывала, что я своих цыплят антибиотиками не пою. Но в этот раз обязательно я пропаиваю своих цыплят полностью всей аптечкой, начиная из антибиотика, потому что у меня здесь яйцо инкубационное было покупное. И я не знаю, как содержалось маточное поголовье, в каких условиях жили эти куры. Поэтому цыплят из покупного инкубационного яйца нужно обязательно пропоить всей аптечкой, для того, чтобы не занести какой-то болезнь. Конечно, если цыплята у меня были из моего инкубационного яйца, я знаю состояние своих кур, поэтому я могла антибиотиками не пропаивать раньше. Все по инструкции аптечки я пропаиваю антибиотиками, витаминами и витаминно-минеральным комплексом. Все по инструкции. Там очень понятная инструкция. Расписано все по дням, дозировка, все очень понятно. А я приступаю к замене подстилки, то есть вообще я ее буду убирать сейчас. Убираю воду первым делом аккуратно. Хочу обратить ваше внимание, у меня вот здесь стоит баночка с комбикормом. Эту баночку я поставила помимо моей бункерной кормушки, которая у меня есть и бункерная кормушка. Эту баночку я поставила для цыплят, которые ниже ростом. Есть парочку цыплят, есть скромные цыплята, есть шелковый цыпленок, которому удобнее подойти и здесь покушать. У меня цель сейчас
такая, чтобы мои цыплята кушали круглосуточно, чтобы они кушали, кушали, кушали и росли. Это у меня сейчас такая цель, поэтому я максимально хочу, чтобы в зоне видимости у всех цыплят был корм. Поэтому вот баночка у меня еще дополнительная для вот таких вот любопытных малышей. Так, и как я убираю. Все убираю. И вот обратите внимание, я вот так вот всегда и убираю у цыплят, которые живут у меня в другом месте. Сейчас я вам покажу. Это у меня, вот смотрите, аккуратно следите за тем, что вот видите, как уже к пальчику приклеилась. Это не зацепилось, это приклеилась нитка. Обратите внимание на вот такие моменты. Смотрите. Вот. Вот так вот я меняю тряпочки. Вот так я меняю тряпочки не только здесь, но и в ящиках у цыплят. Вот такая колбаска. Раз и убрала. Так, теперь я возьму вот такой кусочек ткани, положу. Это будет у меня для вот этой баночки с комбикормом. Все, вот так вот будет баночка с комбикормом стоять. Все остальное это будет просто сетка. Вот, и наш, естественно, любимчик. Ну все, осваивайтесь. Смотрите, как им непривычно. Цыплята будут привыкать. И немножечко скажу про обогрев в этом брудере. Обогрев в этом брудере у меня обеспечивается с помощью вот такой панели. Эта панель энергосберегающая и очень хорошо греет всю площадь брудера. Абсолютно равномерно по всем уголкам всю поверхность обогревает вот такая нагревающая панель. Им сейчас непривычно на сетке, но ничего, привыкнут. Зато теперь в уходе мне будет полегче. А знаете почему? Потому что это не все цыплята, которые у меня. Я вам сейчас покажу кое-что еще. Так, и самое главное, я не поставила еще воду им. Ставлю воду. Здесь у меня на кончике ножа витамин С, аскорбиновая кислота. Это специальная для цыплят, которая дается в ветеринарной аптечке для пропойки цыплят. Аскорбиновая кислота. На кончике ножа на литр воды. Ну, а теперь идемте, вам покажу еще кое-что. Кое-кого. Закрываем. Все. И пусть привыкают к сетке. И еще у нас есть вот такая коробка брудер. Не влезли все у меня цыплята в основной мой брудер. И некоторые из них сидят вот в такой коробке. И вот сейчас я буду перестилать в этом брудере и покажу вам, как я это делаю. Как я перестилаю. Так, убираю воду сразу и меняю на чистую.
убираю кормушку, чтобы она мне не мешала. То, что я вам говорила, я беру вот так вот и скручиваю вот так. И тяну на себя. Вот так вот эту тряпочку. Все. Это малыш, который родился позавчера. Это малыш, который родился вместе с маранчиками. Там еще есть и маленькие маранчики. Вот они. Но сейчас я перестелю и вам покажу их. Все. И вот убираю эту тряпочку грязную. В качестве брудера я использую просто большую картонную коробку. Вот так беру чистую ткань, которую я буду застилать этим цыплятам. И вот так вот поверх этих всех крошек вот так застилаю. Все, застелила большую половину. И теперь перегоняю всех цыплят вот так вот сюда. Захожу с другой стороны этой большой коробки. И просто протягиваю эту ткань в другую сторону. Вот сюда перетягиваю. Все. И все. И у меня все перестелено красиво. Вот. Все цыплята на месте. Сверху обязательно накрываю вот такой тканью, но не полностью. Оставляю вот так вот четверть коробки, чтобы заходил воздух. А большая половина этой коробки закрыта у меня, вот так вот накрыта ткань, чтобы сюда не попадал холодный воздух. В комнате, где находятся цыплята, очень тепло. Но это нам тепло, а цыплятам нужно еще большее тепло. Цыплятам надо 36 градусов внутри коробки. Вот такая вот щелочка у них всегда открыта. И вообще я смотрю по цыплятам. Если цыплята открывают ротики, значит им жарко. И я вот так немножечко закатываю эту ткань больше. Теперь мы можем поставить с вами кормушку. Кормушку я ставлю вот так по центру немножко. И аккуратно смотрите, чтобы не поставить кормушку на цыпленка. Это очень важно. У меня был такой случай. И ставлю поилку. Поилку ставлю тоже очень аккуратно, потому что цыплята бегут под поилку. Вот так вот смотрю, чтобы я ни на кого не поставила. Так. И вот так вот все у них чистенько. Перестилаю я у цыплят утром и вечером. Этого достаточно. И когда цыплята очень маленькие, это первые, вторые, третьи сутки, я корм, комбикорм сыплю еще и на подстилку. Везде. На подстилке, везде. Со всех углов я сыплю корм, потому что цыплята, где бы они ни находились в этом брудере, они везде должны видеть корм. Самое главное, чтобы цыплята с самых первых суток начали хорошо кушать. То есть как бы разбить желудок им надо. И тогда ваш цыпленок начнет потом хорошо кушать и будет хорошо расти. А теперь этим цыплятам уже неделя, им 7 дней. И теперь нет необходимости насыпать на подстилку. Они спокойно знают, где найти корм. Они подходят к кормушке и все прекрасно кушают. Смотрите, вот этот маранчик, вот он меньше, чем вот этот цыпленок на 4 дня. И чем вот этот цыпленок на 4 дня. Вот, это не очень хорошо, когда мы соединяем маленьких цыплят с вот такой разницей. Ну, 4 дня еще допустимо. И вот этот цыпленочек, смотрите, он тоже такой, как маранчик, маленький. Но
Соединение прошло удачно. Их никто не обижает. Все у них нормально. Вот, смотрите, какой масюнчик. Он вылупился на 4 дня позже, чем все остальные. Яйца заложили через 4 дня. Все, и как правило, когда я перестилаю у цыплят, они сразу на чистеньком вот так вот умащиваются и сладко спят. Все. И сейчас все улягутся, и будет тишина. Поели, попили. И сейчас будет тихий час. Смотрите, прямо на глазах все усынают. Но это ненадолго. Они сейчас поспят и потом будут опять кушать. Цыплята должны всегда кушать и пить. Кушать и пить. И тогда они будут быстро расти. Свет у цыплят не выключаю. Эта лампочка греет и светит у них круглые сутки. Все, вот так вот закрываю. И оставляю обязательно вот такую щелочку. Так, а тут все нормально. Привыкаем. Необычно им, неприятно пока. И это уже на следующий день. Хочу вам показать, как переночевали цыплята. Вот сколько воды выпили. Конечно, запачкали воду. Вот наш фокусник дрессированный. И теперь смотрите, где помет. Помет отлично скапливается там, где нам надо. Так. Все нормально. Смотрите, лапки все чистенькие. Бесконечная, бесконечная дрессировка. Все хорошо. Прекрасно переночевали на сетке цыплята. Это, конечно, очень упрощает труд. Все, меняю воду. И больше перестилать не надо. Просто почистить поддон. Бесконечно. Наверное, надо его в цирк определить. Ну. Причем больше никого желающих нет повторить за ним. Все, иди на место. Все, буду сейчас менять воду.